За прошедшие трое суток самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике выполнили 137 боевых вылетов по 448 объектам террористической инфраструктуры в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Рака, Хама и Хомс. В течение последних дней интенсивность боевых вылетов нашей авиагруппы в Сирии была ниже, чем обычно. Однако количество целей на один вылет увеличилось. Это связано с тем, что часть летательных аппаратов авиагруппы выполняли задачи вскрытия и доразведки объектов террористов по данным, полученным от представителей сирийской оппозиции, информационного центра в Багдаде и командования сирийскими правительственными войсками. Напомню, что все воздушные удары наши самолеты осуществляют только после проверки по нескольким каналам и подтверждения принадлежности объектов террористическим группировкам. Мы фиксируем существенное изменение тактики действия террористов на всей территории Сирийской Арабской Республики. Сегодня террористы пытаются вести маневренную оборону, регулярно перемещаясь и прячась от ударов как сирийских правительственных войск, так и нашей авиации. Постоянно изменяются маршруты доставки оружия и боеприпасов. Причем осуществляется это преимуществом в ночное время со всеми элементами маскировки. Теперь, что касается непосредственно применения российской авиации на территории Сирийской Арабской Республики за последние трое суток. В районе населенного пункта Кафр-Анбуда, провинция Хама, нанесен удар по мастерской для ремонта бронетехники, принадлежащей группировке Джабхат ан-Нусра. Авиационным ударом бомбардировщика Су-24М ангар с находящимся в нем 4 танками и 1 боевой машиной пехоты полностью уничтожен. В районе горы Джебель-Дау, провинция Латакия, российская авиация нанесен удар по минометной позиции боевиков Джабхат ан-Нусра. Прямым попаданием уничтожено 4 миномета и полевой склад боеприпасов. В районе населенного пункта Квайрес-эш-Шарки, провинция Алеппо, уничтожен полевой лагерь одного из бандформирований группировки Джабхат ан-Нусра. Прямым попаданием авиабомб разрушена инфраструктура лагеря и уничтожено 4 автомобиля повышенной проходимости, оборудованные крупнокалиберными пулеметами. В пригороде населенного пункта Зерба, провинция Идлиб, уничтожен крупный пункт управления бандформирования группировки Джабхат ан-Нусра. Объект был оборудован в течение последних 3 недель и хорошо замаскирован. С него было организовано управление бандформированием, действующими на направлении Идлиб-Алеппо. После проведения доразведки объекта беспилотными средствами самолетом Су-24 нанес удар управляемым боеприпасом К-500, в результате которого пункт управления был полностью уничтожен со всем его содержимым. В окрестностях города Рака бомбардировщиком Су-34 уничтожено 2 склада боеприпасов, принадлежавших бандформированиям ИГИЛ. Данными объективного контроля зафиксированы взрывы на объектах, детонация которых привела к полному их уничтожению. В районе населенного пункта Мхин, провинция Хомс, нанесен удар по крупному складу оружия и боеприпасов группировки Джабхат ан-Нусра. В 2 ангарах боевики хранили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и боеприпасы. Это вооружение предназначалось для обеспечения террористов, прибывших в Сирию из-за рубежа. Подчеркну, что информацию об этом объекте мы получили от представителей сирийской оппозиции. Данные объективного контроля подтверждают полное разрушение склада со всем его содержимым после применения российской авиации по данному объекту. В районе горы Мгар, провинция Дамаск, уничтожен склад самодельных неуправляемых ракет одного из бандформирований ИГИЛ. С данного объекта было организовано регулярное обеспечение боевиков неуправляемыми ракетами, при помощи которых осуществлялось постоянные обстрелы жилых кварталов Дамаска. Уважаемые коллеги, на очередных данных видеоконтроля с беспилотных летательных аппаратов результаты применения российской авиации на территории Сирийской Арабской Республики. Первый объект представляет из себя, это объект находился в провинции Рака. Данный объект представлял себя и склад расхода
замаскированный, на котором хранились противотанковые комплексы, а также гранатометы и стрелковое вооружение. За данным объектом было установлено наблюдение, в ходе которого было зафиксировано, что регулярная загрузка данным оружием большегрузной техники с данного объекта, которая поставлялась мангруппам в данном районе. В результате точного применения самолетом Су-25 по данному объекту был нанесен удар непосредственно по складу, в результате чего склад с оружием, которое там хранилось, как вы видите, был полностью уничтожен. На втором видеоролике результаты применения российской авиации в провинции Идлиб, где был обнаружен лагерь подготовки боевиков в данной провинции. Данный объект был хорошо оборудован. В частности, находились склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также оборудованы места для подготовки террористов к минно-взрывному делу. По данному объекту был нанесен удар самолетом Су-34. Удар был непосредственно нанесен по складу боеприпасов взрывчатых веществ. В результате детонации боеприпасов, как вы видите, объект полностью уничтожен. На третьем видеоролике представлены данные объективного контроля применения российской авиации, также в провинции Идлиб, где был нанесен удар по одному из опорных пунктов боевиков в данной провинции. Данный опорный пункт представлял себя хорошо в ежедневном плане оборудованным. Причем находился пункт управления, в котором находился пункт связи, а также склад с боеприпасами. По данному объекту был нанесен удар бомбардировщика Су-34, управляемым авиабомбой КАП-500. В результате точного попадания по пункту управления полностью опорный пункт был уничтожен со всем его содержимым.